Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео предлагаю вместе со мной сплести вот такой подсвечник на новогодний стол. Берите трубочки, присоединяйтесь и делитесь видео с друзьями в соцсетях, так вы помогаете каналу развиваться и распространять этот вид рукоделия и дальше. Да, в описании под видео я оставляю всю нужную информацию о трубочках, их покраске и обработке, так что заглядывайте туда. Итак, я начинаю с круглого дна, плету именно так, это донышко будет небольшим, поэтому я заложила именно такое количество трубочек, 3 на 3. Этого достаточно. Первый ряд оплетаю по 3 трубочки, потом по одной. Некая трудность здесь есть, трубочки расположены близко друг к другу, но тут просто старайтесь рабочими трубочками плести аккуратно и поддевать их как бы снизу. Дно у нас получилось таким. В общем, проплетено 6 рядов, и сейчас делаю следующее. Переворачиваю заготовку и рабочие трубочки вывожу наверх. Для видео я их специально пометила, чтобы не запутаться. А стойки завожу друг за дружку. Потом переворачиваю плетение снова и стойки уже завожу через одну в противоположную сторону. Мы сделали как бы загибку. А теперь рабочими трубочками начинаю оплетать стойки. Чтобы для видео было удобно, я стойки нарастила трубочками другого цвета. Продолжаю оплетать и как бы направлять плетение внутрь. Вот так получается. Дальше плету и сужаю. Теперь я объединяю одинарные стойки по 2 и продолжаю оплетать, при этом стараюсь поставить их в вертикальное положение. Здесь у меня была мысль обрезать лишние трубочки из пары стоек, то есть оставить одинарные стойки, но хорошо, что я этого не сделала, потому как конструкция получилась вот с двойными трубочками очень прочная.
Здесь вы можете продолжать плести без формы или с формой, вам решать. Я взяла для формы именно катушку ниток, она идеально сюда подошла. Такие узкие проходы сложно плести без формы. Да, кстати, в трубочки стойки можно вставить проволоку, опять же решать вам. Я лишь подсказываю возможные варианты, но скажу сразу, без проволоки тоже вся эта конструкция довольно прочная оказалась после грунтовки. Проплела сколько нужно и прячу рабочие трубочки. Далее плету вверх, выкладываю трубочки звездочкой с 6 концами и начинаю оплетать. Изначально трубочки я не склеивала, так что оплетаю очень внимательно, осторожно, чтобы эта вся конструкция у меня не развалилась. Так плету 3 ряда. Здесь еще добавлю, у нас на первой заготовке нижней получилось 6 стоек двойных, поэтому очень важно заложить точно такое же количество стоек и в этой верхней части. Теперь у первой заготовки обрезаю по одной трубочке в паре. И теперь делаю следующее. На только что сплетенное дно укладываю первую заготовку вверх дном так, чтобы стойки от первой заготовки попадали между стойками нового дна. Надеюсь, на видео этот момент очень понятен. И теперь продолжаю плести и сразу же вплетать и стойки от первой заготовки. Они у меня коричневые, и при оплетании их хорошенько подтягиваю. Я продолжаю плести в таком положении. Здесь развожу двойные стойки по одной. И теперь я перевернула плетение и плету дальше, поднимая плавно стойки. Здесь по вашему усмотрению либо также плавно поднимаете стойки, либо резко их поднимаете в вертикальное положение и плетете. Кстати, в таком положении я тоже попробовала плести. Главное, плетите как вам удобно, как получается. Здесь нет никаких правил.
Ну вот стойки уже подняты, стенки почти сплетены, убрала рабочие трубочки, точно так же, как и на первой заготовке, поэтому этот момент я здесь и не показываю. Меняю коричневые трубочки на серые по цвету. И делаю загибку, она здесь простая, каждую стойку завожу перед следующей и прячу перед второй. Здесь есть небольшое замечание, верхнюю часть вы можете плести не такой широкой, а сделать ее более узкой, подогнать под свой размер, под свои свечи, которые у вас есть. Тоже нет никаких правил, это вы плетете как вам нравится и как вам удобно, и как вам нужно. Мне показалось, что сам по себе подсвечник этот выглядит довольно грубовато, поэтому я его запатинировала белой акриловой краской с помощью губки, и в таком виде он уже смотрится более симпатично. Ну вот и готов подсвечник, я добавила немного декора, и с ним он стал интереснее смотреться. Как думаете, напишите ваше мнение в комментариях. Я желаю вам легкого плетения, вдохновения и удачной подготовки к Новому году. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!